Сегодня будет большой ролик о партийном строительстве. Мы попытаемся затронуть все аспекты этого самого важного дела. Тем более, вы просили. А мы всегда стараемся отвечать на ваши вопросы и просьбы. Также мы, коллектив канала Перемен, затронем вопрос, почему даже спустя век с момента смерти Ленина мы опираемся на его труды и позицию. Дорогие друзья, перед просмотром нашего нового видеоролика настоятельно просим подписаться на наш канал в Telegram. Там мы анализируем актуальные новости с классовых позиций, выпускаем эксклюзивный материал по трепещущим событиям, рекомендуем книги к прочтению в рубрике «Что почитать», разоблачаем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций», анонсируем онлайн-кружки и, конечно же, рассказываем о опыте солидарности рабочих разных стран в борьбе за коммунизм. QR-код на экране, ссылка, как всегда, в описании. Приятного просмотра. Большинство при слове «партия» представляет депутатов в роскошных парламентских креслах, что жмут кнопочки. Ведь в России официально разрешенные и зарегистрированные партии представлены именно такими людьми. Это происходит потому, что любая партия представляет интересы класса или прослойки людей, и сейчас интересы трудящихся в нашей стране не представлены ни одной из находящихся у власти партий. Единая Россия и другие, отличающиеся только названием, лишь прислуживают интересам капиталистов. Но партия рабочего класса не такая. В первую очередь важно понять, что говоря о партии ленинского типа, мы имеем в виду создание кадровой партии, которая имеет четкие критерии членства и работает на принципах демократического централизма. Кадровая партия не становится массовой мгновенно или по решению руководства или желанию членов. Кадровая партия может стать массовой в момент наступления революционной ситуации, как это произошло с партией большевиков в 1917 году. На момент февраля в ней были 1000 членов. Данные разнятся, так как в советской историографии было принято озвучивать цифру 24 тысячи членов. Однако, судя по протоколам съездов и выступлению Зиновьева, ряд историков считает, что членов было от 8 до 10 тысяч. В конце апреля 1917 года численность большевиков составляла около 100 тысяч человек. К лету 1917 года их количество возросло до более чем 240 тысяч человек. К моменту Октябрьской революции численность партии достигла примерно 350 тысяч. Это произошло именно за счет того, что долгие годы подготовительной работы дали свои плоды. В момент разочарования во временном правительстве и завоеваниях февраля политизированные рабочие стали массово искать, какая партия выдвигает отвечающие их интересам лозунги и программу и способна на реальные изменения. Аналогичным образом, коммунистическая партия в Китае из немногочисленной кадровой в достаточно короткий срок времени стала массовой. В 1923 году 420 членов были представлены 30 делегатами. В 4-м съезде в 1924 году приняли участие 20 делегатов, представлявших 994 члена. В 1927 году партия состояла из 58 тысяч членов. В 1945-м партия состояла более 1 миллиона человек. К сожалению, если апеллировать к этому историческому опыту, есть риск скатиться в тактическую ошибку, которую допустили многие российские левые последних десятилетий. Называть себя партией, когда на самом деле это была маргинальная группа, в лучшем случае из нескольких десятков человек, а в худшем из 2-3. Что отнюдь не то же самое, что развивающаяся кадровая организация со стабильным ростом и притоком кадров. Сейчас по всему миру молодежь объединяется в коммунистические партии. Например, в Британии, когда число сторонников Socialist Appeal перевалило за 1000, они сделали революционную коммунистическую партию. В Нью-Йорке 150 человек решили создать свою партию. Они были так воодушевлены, что взяли красные флаги и пошли с ними на улицу. Потом провели учредительный съезд. В Пакистане собралось более 350 человек. В Дании на ежегодном съезде 15-17 марта решили создать партию в октябре 2024 года. В съезде участвовало более 100 человек. Молодежь по всему миру считает, что нужно создавать свою партию прямо сейчас. Они не видят перспектив при капитализме. Итак, в любом обществе с классовым делением имеется диктатура правящего класса, включая капиталистическое общество, где правящий класс – буржуазия. Буржуазия не согласится отказаться от власти ненасильственным способом. Следовательно, пролетариат может захватить власть только через насильственные методы. Какой же будет новая власть? Диктатура пролетариата будет подавлять попытки эксплуататорских классов вернуть себе власть до полного исчезновения классов. Конфликты, между которыми и являются исторической причиной возникновения государств, насилия и террора.
Эти идеи развил Владимир Ленин в своем наиважнейшем труде «Государство и революция». Задача революции не буржуазная, той, которая опирается на народные массы и идет дальше разрушение государственной машины. Она должна отмереть за ненужностью. Заменить же государство по Марксу необходимо организации пролетариата в господствующий класс. Завоеванием демократии. Организуем крупное производство, исходя из того, что уже создано капитализмом. Сами мы, рабочие, опираясь на свой рабочий опыт, создавая строжайшую железную дисциплину, поддерживаемую государственной властью вооруженных рабочих, сведем государственных чиновников на роль простых исполнителей наших поручений, ответственных, сменяемых, скромно оплачиваемых надсмотрщиков и бухгалтеров, конечно, с техниками всех сортов, видов и степеней. Вот наша пролетарская задача. Вот с чего можно и должно начать при совершении пролетарской революции. Марксисты принципиально иначе смотрят на отношения неорганизованной и не поддающейся организации в течение долгого времени, иногда десятилетий, массы к партии, к организации. Именно для того, чтобы масса определенного класса могла научиться понимать свои интересы, свое положение, научиться вести свою политику. Именно для этого необходима организация передовых элементов класса немедленно, и во что бы то ни стало, хотя бы вначале эти элементы составляли ничтожную долю класса. Чтобы обслуживать массу и выражать ее правильно осознанные интересы, передовой отряд, организации должны всю свою деятельность вести в массе, привлекая из нее все без исключения лучшие силы, проверяя на каждом шагу тщательно и объективно, поддерживается ли связь с массами, жива ли она. Так и только так передовой отряд воспитывает и просвещает массу, выражая ее интересы, уча ее организации, направляя всю деятельность массы по пути сознательной классовой политики. По Ленину партия должна быть авангардом рабочего класса, объединяя в своих рядах самых передовых его представителей, аккумулируя их опыт и преданность делу. Чтобы эффективно руководить борьбой пролетариата, партии необходимы знания о революционных процессах и законах движения общества. Без этих знаний партия не сможет вести за собой рабочих. Также партия не сможет ограничиваться только отражением мнений и переживаний рабочих масс или следовать за стихийным движением. Она должна преодолевать инертность и политическое безразличие, выходить за рамки сиюминутных интересов пролетариата и поднимать рабочие массы до понимания их классовых интересов. Партия должна быть впереди рабочего класса, видеть дальше и вести за собой пролетариат, а не следовать за стихийным движением. Например, довольствуясь лишь экономическими требованиями. Организуясь вокруг ярких лозунгов «против», леворадикалы предпочитали активную деятельность на улице, граффити, акции и другие перформансы. Принципы прямой демократии представляли альтернативу действующей системе, отчуждающей от политического участия граждан, декларируя на словах равноправие и отсутствие вождей, присущих сталинским организациям. У анархистов ключевую роль играли неформальные лидеры. У них были развязаны руки, выступая против авторитетов и руководства, неизбранные коллективом неформальные лидеры не несли ответственность за свои действия и решения. Мы считаем принципы построения организации, изложенные Владимиром Ильичем Лениным в работе «Что делать?», базовыми в нашей деятельности. А именно, кадровость, централизация, принципы демократического централизма, профессионализация и дисциплина. Владимир Ильич прекрасно осознавал, что без руководящей роли партии рабочему классу не удастся взять власть в свои руки. А партия революционеров без революционного руководства – это то же самое, что армия без, в нашем случае, выборных офицеров, то есть хаотично и плохо организованное ополчение. Мы настаиваем, что нет никаких стопроцентных гарантий от вырождения руководства. Единственный авторитет, который может иметь революционное руководство – это политический и моральный авторитет. Руководство готовится годами и десятилетиями и выбирается в соответствии с вкладом, который оно вносит в теорию и практическую работу. Его обязанность является обеспечение высокого политического уровня членов, создание организации кадров, способных критически мыслить. Их высокий уровень – это то, что может предотвратить перерождение руководства и вовремя среагировать. Но не может быть абсолютных гарантий ни в чем в жизни. Руководство не назначается пожизненно, а демократически избирается и регулярно выдвигает себя на переизбрание. Руководство находится под демократическим контролем членов через свои выбранные органы и съезды. Оно должно постоянно заслуживать права на руководство партии своей преданностью делом, личной жертвенностью и способностью строить организацию. Преемственность руководства является важной частью поддержания стабильности и целостности организации.
Кстати, о чрезмерной авторитарности, если внимательно почитать спор между Марксом и Бакуниным, совершенно ясно станет, что все аргументы против чрезмерного централизма, бюрократизма и руководства сверху не являются новыми. Это также ясно показывает, кто отстаивает подлинные идеи марксизма об организации. Именно Бакунин, а не Маркс, занимался диктаторской, макиавеллианской политикой, интригуя за спиной Интернационала, чтобы дискредитировать его лидеров с намерением дезорганизовать Интернационал и создать конкурирующую организацию. Для Бакунина и его последователей слово «авторитарный» означало просто все, что им не нравилось. О дисциплине, скажем, тоже очень развернуто. Социал-демократия есть известное организационное единство, и люди, дисциплине этой организации не подчиняющиеся, ею пренебрегающие, ее решения попирающие, к ней не принадлежат. Это основное правило. Можем ли мы серьезно говорить о строительстве большевистской партии, пренебрегая принципами партийной дисциплины и общей идеологической линии? Нет! Классовая борьба – это не праздный званый ужин, а серьезное и продолжительное испытание. И если мы будем недобросовестно относиться к теоретическим позициям и общей дисциплине в партии, то можно и не вставать на тропу классовой борьбы, а сесть на диване с банкой пива или бокалом вина в руках и, глядя в монитор, ждать, пока история сама собой призовет вчерашних участников расслабленных интеллигентских дискуссионных кружков к руководству обществом. Мы опираемся на идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Троцкого, Теда Гранта и Сергея Бица. Мелкобуржуазные, особенно деклассированные элементы, оторванные от пролетариата, вращающиеся в пестрой замкнутой среде. Для политики или ее суррогата у них много времени. Они судачат, передают всякого рода мелочи и сплетни о том, что происходит на верхах партии. Они всегда находят в себе вождя, который посвящает их во все тайны. Дискуссия – это их стихия. Им никакой демократии недостаточно. Они ищут для своих словопрений четвертого измерения. Они нервничают, вертятся в заколдованном кругу и утоляют жажду соленой водой. Хотите знать, в чем организационная программа оппозиции? В поисках четвертого измерения партийной демократии. Практически это значит похоронить политику под дискуссией и централизм под анархией интеллигентских кружков. Когда несколько тысяч рабочих вступят в партию, они сурово призовут мелкобуржуазных анархистов к порядку. Чем скорее это произойдет, тем лучше. К сожалению, долгие годы в нашей прошлой организации партийную дисциплину заменял другой принцип – разделение позиций и принципов наиболее опытного товарища в силу формальной выслуги лет и личных симпатий. Подобная неформальная дисциплина стала сдерживающим фактором как количественного, так и качественного роста РРП. Они постоянно сплетничали, язвили, искали к чему придраться. Подобными интригами и маневрами многие дискуссии превращались в ужасающий беспорядок. Не допустим же этих ошибок в будущем. Мы будем учиться, как это делали в ленинской РСДРП, в кружках. Кружки или даже целые их сети в 2017-2022 году занимались в основном самообразованием и не хотели участвовать в политической и экономической борьбе рабочего класса. Это называется кружковый этап в развитии движения. Говорят, что для построения коммунистической партии сначала нужно долго выращивать кадры в инкубаторе. Это похоже на то, как в конце 19 века в России распространили марксизм и действовали марксистские кружки. Но это сравнение не совсем верно. До создания РСДРП были кружки, но они недолго существовали. Лядов, автор книги «История российской социал-демократической рабочей партии», вышедший в 1904 году, делит их на марксистские и социал-демократические. Первые начали свою деятельность в середине 80-х годов, а вторые с 1891 года. Они перешли к массовой агитации и пропаганде среди рабочих и вскоре начали руководить борьбой рабочих с фабрикантами. Еще группа Благоева, которая действовала в 1883-85 годах, вела широкую работу среди рабочих. Современные условия не похожи на 80-е годы 19 века. У нас есть опыт постсоветского левого и рабочего движения. Коммунистическое движение образовалось из левых групп и фракций внутри КПСС и первых левых организаций. С конца 1991 года оно становится массовым. Российское левое и коммунистическое движение участвовало в классовых боях 1992-1993 годов, в забастовочном движении 90-х, в протестах против монетизации льгот, в развитии профсоюзного движения, в общедемократических протестах 2011-2012 годов и так далее.
Внутри движения велись дискуссии по разным вопросам. Был и положительный, и отрицательный опыт. Можно много чего сказать о слабости коммунистического движения в России и о низком теоретическом уровне кадров, но исправлять эти недостатки можно только активным участием в движении, а не выращиванием новых коммунистов в пробирках. Отрыв теории от практики приводит к искажению самой теории. Об этом говорили Ленин, Троцкий и даже Сталин признавал, что отрыв теории от практики ведет к смерти самой теории. Истинная традиция марксизма и большевизма всегда соединяла в одно целое политическую, экономическую и теоретическую борьбу. Поскольку марксизм – живое учение, он заключен в каждом анализе действительных человеческих отношений. Марксизму не свойственно рассуждать о отвлеченных категориях. Отсюда и невозможность заключить его в рамки одного учебного пособия, ознакомившись с которым можно было бы воспринять и весь метод. Изучение работ об экономических, политических, социальных и культурных явлениях, посвященных дню сегодняшнему или ушедшему, составляет живой метод. Вопреки расхожему мнению, взращиваемыми буржуазными идеологами, классики марксизма не устарели, как, например, не может устареть произведение о происхождении и развитии христианства, так и не может устареть и анализ, например, того капитализма, который был при Марксе и Ленине. Конкретная историческая актуальность произведений не отменяет того факта, что мы все еще живем в эпоху капиталистического общественного устройства, и что «Капитал», «Государство и революция» или «Преданная революция» — это книги в гораздо большей степени о современности, нежели современные произведения буржуазных философов, историков и политиков по всей учености, застрявших в домарксовой философии. Ирония заключается в том, что некоторые религиозные идеологи считают, что теория Дарвина устарела, но на самом деле она стала еще более актуальной со временем. Если вы хотите провести кружок, то подготовьте план выступления и конспект. Расскажите о важных моментах своими словами, а не читайте с листа. Это поможет слушателям лучше понимать материал и развивать навыки публичных выступлений. Лучше проводить собрания офлайн, чтобы научиться вести дискуссии и выступать перед публикой. Регулярные собрания также помогают развить дисциплину и объединяют коллектив. Не всегда все участники будут готовы к занятиям, поэтому иногда придется помогать им. Но не стоит ограничивать собрания только теми, кто читает материал. Когда организация расширяется, большинство новых людей приходят неподготовленными. Задача кружка – объяснить им основные идеи коммунизма за одно занятие. Один из способов привлечь новых участников – поручить им подготовить доклад. Не обязательно, чтобы доклады делали только знающие люди. Задача кружка – учить новых людей, поэтому нужно стимулировать их активность. Обсуждение теории должно быть связано с обсуждением текущей ситуации, но не вперемешку, а последовательно. Это поможет вовлечь людей, которые только изучают теорию, в рабочий процесс. Для разбора произведений можно взять основной список классики и добавить более современные или узкоспециализированные произведения и темы. Это поможет лучше понять основные принципы коммунизма, если среди участников есть политические уклоны. Изучать ли «Капитал»? Желание освоить сей труд можно лишь приветствовать. Правда, стоит понимать, что совместное его изучение растянется на месяцы, а значит, совершенно не подходит для вовлечения новых людей. Разбираемые темы обязаны не превышать 2, максимум 3 занятий, иначе все обсуждение сведется к узкому кругу освоивших предыдущий материал товарищей, что совсем не отменяет выделение необязательных секций, кружков внутри партии для заинтересованных в изучении тех или иных объемных или узконаправленных тем. Однако, нельзя целенаправленно отрывать различные составляющие марксистской теории для особого или специального изучения. Примером служит женский вопрос, который, во-первых, важен для всех, а не только для женщин. Во-вторых, мы не занимаемся созданием специфического женского движения в отрыве от общепартийной работы. Что очень важно понять, так это то, что помимо повышения общего уровня знаний и знакомства с методологией марксизма, в процессе изучения материала последний можно использовать для непосредственного применения в агитации. Соцсети – это великое современное оружие, должны как можно более полно использоваться нами. Пример. Читаете вы Маркса или Ленина. Возьмите и запустите у себя на страничке понравившиеся вам наиболее интересным выдержки, цитаты из работы. Изучая любое из основных произведений, можно найти отклик
к характеристике какого-либо явления или события дня сегодняшнего. Или даже краткий конспект, составленный после прочтения произведения, мог бы быть полезен для тех товарищей, которые пока сами мало читают. В общем, публикуйте посты, шлите их в чаты, советуйте друзьям, делитесь информацией, способной быть пищей для размышления. В момент первого посещения кружка новым участникам что нужно прояснить? Первое. Общая характеристика современного строя России. Классы. Пролетариат, буржуазия, мелкая буржуазия, экономическое и правовое их положение. Политический строй, правительство, армия, полиция, бюрократия, позиция различных общественных групп. Тактика правительства. Задачи и цели революционной рабочей партии и ее отношение к другим классам, партиям и правительству. Второе. Краткий очерк рабочего движения и развития революционной рабочей партии в современной России. Ее программа и тактика. Организационный план. Третье. Либеральное движение. Буржуазные партии и рабочие. КПРФ и тактика Единого рабочего фронта. Реформы и революции. Митинги, забастовки. Различные типы рабочего движения. Профессиональные организации. Трейд-юнионизм, утопический социализм, синдикализм, государственный социализм. Четвертое. Что такое СССР? Внутренняя борьба 20-х годов, расстановка сил, рабочее государство, термидор и бонапартизм, причины разрушения СССР, троцкизм и сталинизм. Пятое. Мировая экономическая система капитализма, появление, развитие, этапы, империализм, войны, неолиберализм, Пиночет, Тэтчер, Рейган, постиндустриальное общество, Куба, КНДР, социалистический Китай. Шестое. Детальное ознакомление с основными пунктами программы. Если это требуется, то следует объяснить, почему программа так или иначе написана. Седьмое. Коммунистический идеал. Его научное обоснование, есть выяснение сущности капиталистического строя, а в недрах капиталистического общества создается и развивается сила, которая приведет его к гибели. Это пролетариат. Антагонизм и пропасть между ним и буржуазией увеличивается по мере развития капиталистического хозяйства. Оно же, это развитие, ведет к сплочению рабочих масс, выработке в них классового, политического самосознания и к коллективному действию. Уничтожение частной собственности на орудия и средства производства становится целью, так как оно служит в руках капиталистов средством порабощения рабочих. Громадный рост производительных сил, развитие техники и разделение труда. Вот реальный базис, при котором возможно осуществление коммунистического строя. Капитализм, развив производительные силы, уже не в силах управлять ими. Обобщенное производство не мирится с индивидуалистическим распределением. Анархия в производстве порождает кризис. Внутреннее противоречие временно разрешается внешним расширением. Рынки и их значения. Рабочий класс, членами которого мы являемся и стоим за интересы которого, хоть и является наиболее многочисленным, сила которого, будь он повсеместно организован, мощнее любой иной классовой структуры противника, находящейся в подчиненном господствующем классу буржуа положении. А значит, наш путь борьбы, на легкость которой жаловаться не приходится. Будьте готовы к трудностям, они закаляют и в конце концов придают уверенности в правильном пути. Наша сила в многочисленности наших сторонников, и лишь массовая коллективная борьба проложит путь к коммунистической революции. Даже если вы пока один в своем городе, то вы уже представляете громадный потенциал воплотить в жизнь, который можно только постоянной, порой занудной и монотонной работой по привлечению новых товарищей и ведению агитационной работы. Подписывайтесь на наш ТГ-канал. Историческая верность позиции на нашей стороне, и она принесет свои плоды. Что еще важно уяснить? Есть такой старый либерально-эволюционистский афоризм: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает». История, однако, показывает, что один и тот же народ в течение сравнительно короткого периода может пережить смену самых разных правительств. Россия, Германия, Италия, Испания, Чили и так далее. И более того, порядок, в котором эти правительства сменяют друг друга, вовсе не является движением в одном направлении от деспотизма к демократии, как это представляется либералам-эволюционистам. Весь секрет в том, что народы состоят из враждебных классов, так же как эти самые классы состоят из различных, часто антагонических слоев, попадающих под влияние разного руководства. Более того, даже отдельные люди подпадают под влияние других людей, которые также принадлежат к определенным классам. Правительство вовсе не выражает систематически растущей зрелости народа, а является продуктом борьбы между классами или
между различными слоями одного и того же класса. И в конечном счете действия внешних сил, союзов, конфликтов, войн и тому подобного. К этому еще следует добавить, что однажды возникнув правительство может просуществовать гораздо дольше, чем соотношение породивших его сил. Именно из этих исторических противоречий возникают все революции, перевороты, контрреволюции и так далее. Октябрьская победа есть серьезное свидетельство зрелости пролетариата, но сама эта зрелость является относительной. Несколько лет спустя тот же самый пролетариат позволил бюрократии, поднявшейся из его рядов, задушить революцию. Победа не продукт зрелости пролетариата, а стратегическая задача. Необходимо использовать условия революционного кризиса для мобилизации масс. Беря нынешний уровень их зрелости за отправную точку, нужно толкать их вперед. Научить их понимать, что их враги отнюдь не всемогущие, что они раздираются противоречиями, что за внушительным фасадом царит паника. Окажись партия большевиков не способна выполнить свою работу, о победе пролетарской революции не могло быть и речи. Советы были бы уничтожены контрреволюцией, а маленькие мудрецы всех стран принялись бы доказывать в своих книгах и статьях, что в России только оторванные от жизни фантазеры могли бы мечтать об установлении диктатуры незрелого и малочисленного пролетариата. Мы должны также затронуть тему роли личности в истории. Понимая тот факт, что многие превозносят личности и не понимают реального хода вещей в истории. История есть процесс классовой борьбы, но классы вовсе не кладут на весы всю свою массу одновременно и автоматически. В ходе борьбы классы создают различные органы, которые играют важную независимую роль и подвергаются различным деформациям. Все это также закладывает основу для той роли, которую личности играют в истории. Есть много причин, почему Гитлер стал диктатором, но только глупые люди могут не признавать роль Гитлера. Когда Ленин приехал в Петроград 3 апреля 1917 года, большевистская партия смогла победить в революции. Наши мудрые люди могли бы сказать, что даже если бы Ленин умер за границей в начале 1917 года, Октябрьская революция все равно бы произошла. Но это не так. Ленин был важной частью истории. Он имел опыт борьбы и понимал, что нужно пролетариату. Его появление было нужно, чтобы объединить рабочих и крестьян. В важные моменты истории большевистское руководство может быть таким же важным, как и командование во время войны. История вовсе не является автоматическим процессом. Иначе зачем руководство, зачем партии, зачем программы, зачем чарчистская борьба? Что делать? Это вопрос о строительстве партии. В то время было много газет, но Ленин предложил создать одну большую газету вместо множества маленьких. Сейчас у нас есть этот YouTube-канал, но он пока небольшой, у нас есть недостаток в количестве авторов, а самое главное, авторов на местах. Но есть четкий редактор и проверенные временем авторы. Ленин предлагал наладить конспиративные издания за границей, тайно доставлять газеты в Россию, распространять их по регионам и ячейкам партии. Сейчас левые могут легально издавать и распространять материалы, находясь в любой точке мира. Но есть проблема. Есть коллектив авторов, есть хорошие материалы, есть хороший низовой канал на YouTube и Telegram, которые смогли привлечь внимание даже мастодонтов левого сегмента интернета, таких как Дмитрий Морозов, Кристина из коллектива канала Алло Макрон и других. Но партии, отвечающей интересам мирового рабочего класса, нет. Не было еще в бытность существования РРП, не было до этого, нет и сейчас. В чем же проблема? В разрозненности левого движения. Но марксизм зиждется на критике, выявлении и решении противоречий. Это святая обязанность его сторонника. Ничто не мешает рабочему, вступив в одну партию, узнавать о ее преимуществах, недостатках и противоречиях с другими партиями. Более того, множество всех левых партий, профсоюзов и движений, всех в большей или меньшей степени сознательных рабочих, надо привлекать к работе. Надо вытаскивать из рутины, обывательщины. А как это сделать? Только повышением собственного уровня агитации и знаний. Присоединяйтесь к нам. И пару слов на конец ролика. Кто-то сказал: Конечно же, сейчас трудно представить себе лесные маевки, которые проводили большевики когда-то. Но, наверное, время именно таких маевок настает, поскольку легального пространства для проведения честной агитации среди пролетариата, среди рабочих, среди интеллигенции, среди трудящихся, студентов, кого угодно, становится все меньше. Подбирать слова становится все труднее.
Подбирать слова становится все труднее. Когда на фоне запрещенного первомайского шествия в Туле, когда на фоне массовых арестов товарищей в Ленинграде и на Камчатке, когда необходимо цепляться за любые возможности заявлять о себе, нам предлагают облегчить работу буржуазии и уйти в лес. Или под колпак ФСБ ВКонтакте. Но для поворотных изменений нужны действия, а не поход по грибы. Вступайте к нам, и мы вместе подготовим великие по значимости перемены.